Да, кстати, вот вам и история. А, ну, когда ты начинаешь, в принципе, каждый, у меня, я понял, хорошая память, оказывается. Вот. Хорошо помню какие-то события, которые происходили лет 20 назад, ну, буквально 20 лет назад. А, вот вам один проект. Значит, с улицы. Вообще, я вот должен сказать, что, наверное, вот я сейчас задумаюсь, большинство моих каких-то интересных проектов, сделок и событий случайным образом случались. Никаких там не было у меня такого, что вот я запланированно шел, выстреливало. Нет. Все то, что происходило в большинстве случаев просто вот случайная удача. Поэтому я очень скептично отношусь к целенаправленному достигаторству. Нет, я верю, что вот бывает такое, что выстреливает и все. Ну ладно, без долгих прелюдий. Э, С улицы за, ну, захожу и буквально по объявлению устраиваюсь в компанию IT, Академия IT, на собеседовании продаю розовых слонов и ручку. Вся вот та классика, которая вас мучили HR. Ну, вы сами знаете, кто устраивался не по знакомству. Продал ей слона и ручку, устроился обычным менеджером. Ну, то есть, просто исполнителем. Мне приходят и говорят, там, через какое-то время, пару месяцев работаю в компании, и область моей специализации, говорят, ну вот раз ты работал, ну, физик по образованию, почему-то они, может быть, эта позиция им нужна была закрытая. В общем, сказали, специализируйся, разбирайся как продакт-менеджер в структурированных кабельных сетях. Ну вот, с тех пор я неплохо в этом разбираюсь, потому что, правда, получил диплом инженера по СКС. Умею варить оптику, собирать всякие локальные сети. Вот, ручками умею работать. Чем я, кстати говоря, очень горжусь, потому что с таким знанием ты относишься к... Ну, как ты это вот чувствуешь, не просто знаешь, но чувствуешь это. Но не суть. Для начала я тогда еще не получил диплома. Я до обучения еще пару-тройку месяцев. Начальник приходит и говорит, я хочу тебе для разминочки дать такой вот простой проект. Значит, когда-то, тройку лет назад, на конкурсе, возможно, подставном, не знаю, до меня было, Фонд социального страхования Республики Адыгея выиграл, значит, компания IT у Фонда социального страхования Республики Адыгея выиграла конкурс на проектирование СКС, структурированной кабельной сети, в новом здании, которое, подчеркиваю, на тот момент еще не было построено. То есть каким-то образом отыграли конкурс на проектирование до того, как было построено само здание. Но, видимо, в учет брали проектную документацию на здание. То есть вот лежит проект на здание, и отыграли на этот проект еще один проект на кабельную систему. Ну, не знаю. Я тогда был специалистом низшего уровня, поэтому не знаю, были там взятки или нет. Для меня это как со стороны звучало очень странно. Здания нет, а проект на кабельную систему есть. Ну, кто я такой? Приходят, говорят, вот, значит, мы должны теперь выиграть конкурс на поставку этой системы. Ну и поскольку это прям вот прописная букварная истина, поскольку проект сделан компанией IT, то и реализация проекта будет компания IT, потому что в проекте прописано, что будет строиться структурированная кабельная система IT-СКС. Ну, понятно, что IT-СКС это товарный знак, и это либо какой-то партнер компании IT должен будет
закупить эту СКС и построить, либо сама компания идти. Ну, к этому дальше. Да, кстати, сейчас самое время подписаться, поставить лайк и написать комментарий о том, что вы думаете про честность торгов. Дальше будет только лучше, поверьте мне. Можете авансом поставить лайк, вы под конец угорите вот, от смеха. Ну, это понятно, так почти везде бывает, что прописывают свой какой-то товарный знак, и уже дальше никуда не уедешь. Хотя это по-хорошему коррупция и ограничение конкуренции, ну черт с ним. Я говорю про трудовые отношения. Значит, мне приходят и говорят, тут легкотня, тут просто легкотня. Вот тебе нужно будет просто, есть проект, в проекте смета, тебе по этой смете нужно будет, значит, собрать документы. В Москве есть конкурсный департамент в компании IT. Значит, тебе присылают пакет документов, ты этот пакет документов в конкурс подаешь, выигрываешь на автомате, потому что мы там уже в проекте прописаны. И дальше тебе просто отследить, что заказчик типа принял железки, хотя это, по идее, должен делать Project Manager. Я подчеркиваю, не Project Manager, я просто менеджер. То есть, ну, то, что в другой терминологии называется sale. То есть я человек, который общается с заказчиком, но я не общаюсь с исполнителями по проекту, кто там подрядная организация. Я не занимаюсь, допустим, если бы там, допустим, своя бригада была, я не занимаюсь руководством, взаимодействием с отделом, допустим, по капстрою, еще чем-то. То есть я просто sales. Да? И у меня помимо этого проекта еще 100-500 конкурсов, 100-500 там контрактов на пресейле, еще чего-то. Ну, не только этот один проект. В том же здании компания IT сидит в Краснодаре Project Manager. До сих пор помню Оксану. В Москве есть другой проект. Я его обязательно назову. Его звали Лев Мношевич Талья. Вот, по-моему, такой высокий, худой, белобрысый парень тогда. Ну, примерно моего же возраста тогда. Вот, то есть у меня аж целых два проекта. Оксана и Лев Мношевич в Москве. Вот он, значит, заводит карточку. Все так, вначале все происходит так, как мне рассказывал шеф краснодарского офиса. Боря, привет. Да, кстати, отдельный привет Боре за то, что он меня схантил с позиции и потом кинул. Так вот, Боря мне дает этот проект и говорит, все, там легкотня. Ну, действительно, поначалу легкотня. Происходит, значит, конкурс, я там чисто канцелярская, ну, мне было тогда интересно, чисто канцелярская работа, сформировать этот конкурсный пакет, соблюсти все формальности, податься, отыграться, ну, все идет как хорошо, почти хорошо. Замечу, здание уже построено, пенсионного фонда Республики Адыгея. Конкурс отыгрывается, никто, хотя мы в Краснодаре, до Майкопа 120 километров, никто не удосужился съездить проверить соответствие, скажем так, проекта на построение кабельной сети тому, где этот проект должен реализовываться. Поняли, да? Спойлер какой, что будет дальше. Это все же медленно, то есть это не за день, не за два, это месяцами идет. И где-то к лету конкурс отыграли, получили аванс, надо поставлять оборудование. Поставляется из Москвы централизованно, едет огромная фура по всем городам, развозит это же оборудование. И вот она, значит, не заезжая в Краснодар, заезжает в Майкоп. В Майкопе фура идет централизованно из Москвы. То есть какой-то перевозчик, которому наплевать на какие-то фонд социального страхования, ПФР, ему абсолютно насрать. Он идет по своему маршруту, ему нужно разгружаться, и он приезжает. Когда? Правильно, в выходной день, а это госслужащие, они не работают по субботам и воскресеньям. И приезжает фура, и звонок, мы приехали, разгружайте.
А куда разгружаете? Там, во-первых, все закрыто, куда разгружать. Во-вторых, почему я разгружайте? У меня же целых два проект-менеджера. Один в Москве, другой в Краснодаре. Ну, естественно, звонят, кому больше всего премию хочется получить? Мне. Вот, мне звонят и говорят, разгружайте. И ты начинаешь подкидываться. Почему-то я, а не проекты. Ну, видимо, мне больше всего премии нужно было. Начинаешь подкидываться, искать, кто бы разгрузил, звонить заказчику, умолять, просить, обещать, и чтобы лишь бы открыли и дали разгрузиться. Ну, кое-как, где-то как-то нашли там каких-то подрядчиков, чуть ли не забулдык с рынка, разгрузили. Это к вопросу о том, как проекты отрабатывают, вот, как они... Ну, будучи потом проектом много раз, я понимаю, насколько сложно было проекту это отследить, потому что фуру грузили для, ну, то есть сборный груз, и спрогнозировать, когда она приедет в Майкоп, приедет она в пятницу, приедет она, там, не знаю, в воскресенье, плюс-минус можно, но достаточно сложно, и никто с этим, вот где-то там в Москве никто с этим не заморачивается, это уже не их проблемы, знаете. Увы, ну ладно, это были цветочки. Значит, летом я весело учусь на инженера СКС. Теория, прям по-честному учусь. Меня еще Боря уговаривал, типа, Андрюха, нафига тебе это нужно? Я говорю, слушай, ну, ты меня поставил ответственным за кабельные сети. Я их должен, типа, продавать, разбираться с ними, спецификации, говорить, ну, как бы, считать спецификации, говорить с заказчиком на понятном ему языке. Ну, чтобы дебилом не выглядеть, я должен в этом разбираться как заказчик. Это мое понимание. Вот. В общем, долго он меня уговаривал не учиться на инженера, но я выучился, тем не менее, как раз на вот эту IT-СКС, и на оптику, и на медь. Очень помогло потом по жизни. Вот. Прям чувствую, что мозга наросло прям килограмм еще дополнительно. Шучу. Ну вот. Летом, лето, Адыгея, расслабон, все хорошо, все так, как в Испании. Маньяна, транкила. Наступает, ну то есть железо где-то там привезено и лежит. Наступает где-то август месяц, примерно, я так помню. А началось все еще зимой. Наступает август месяц, надо делать. Тут выясняется, что, конечно, объем там небольшой, всего лишь одно здание, никто из Москвы ничего не будет привозить, надо подрядчика на месте искать. Ну, ищи ты, кому надо, тебе надо премию, ну, значит, я ищи. Ну, искал, потом Боря мне приводит какого-то его знакомого, будет нашим подрядчиком. Вот. Боря — это директор офиса компании IT в Краснодаре, Борис Наумов. Какого-то своего подрядчика приводит, честно говоря, забыл название компании, но потом мы с ним еще не раз встревали, и там такие истории, что кино и немцы. Но вот этот подрядчик, я не знал ничего об этой компании, но шеф сказал, бери его, ну хорошо, взяли его. Значит, подрядчик приезжает в Майкоп, и звонит нам и говорит, ребята, тут полная жопа. Что такое? Значит, в чем заключалась жопа? По проекту, я не знаю, как это вообще возможно, но по проекту здания пенсионного фонда потолки в коридорах должны были быть подвесные и должны сплошняком... Не должно было быть ригелей, то есть вот этих вот балок, которые прерывают бетонные несущие конструкции, которые выступают от уровня общего потолка вниз, сантиметров на 20 на 30. Большие 20 на 20, 20 на 30, 30 на 30, такие вот бетонные балки, понимаете. То есть должен был быть, по идее, по проекту, гладенький такой потолочек. Я найду фотографию, прикреплю. А получился потолочек с такими вот выступами вниз. И, соответственно, по проекту этой кабельной системы
заложили, что вот там за подвесным потолком, то есть между подвесным потолком и бетонным потолком перекрытием, будет идти кабель-лоток, то есть вот эта жестяная такая вот лодочка, ну не лодочка, а лоток, да, другого, ну такой техническое, железное, некрасивое решение, куда укладываются все аккуратненько кабелечки, там их хомуточками в каждом свое место выделяется. Ну, оно некрасивое. Ну, в торговых центрах много таких видите. Если поднимете голову, увидите, что они там вот этих лотков дофига. Они бывают из металла, бывают из сетки, то есть по-разному. Ну, суть в том, что это должно быть скрыто. И главное, что это должно идти плюс-минус сплошняком, там можно вверх-вниз, но что же произошло в Адыгее? В Адыгее сделали так, что вот у них есть от ригеля до ригеля пространство, ну, условно говоря, 10 метров. Вот на этих 10 метрах подвесной потолок. А ригель вровень с подвесным потолком. Это в этом ригеле, который, напомню, толстая бетонная несущая балка, нужно пробивать дырку, высверливать там каким-то алмазным сверлом для того, чтобы пучки проводов просовывать. И на это управляющий фондом социального страхования категорически нет, сказал никаких несущих конструкций не затрагивать. Получилось, что то, что было поставлено еще весной, в начале лета по проекту, который был отыгран несколько лет до меня, и потом он же перетек, этот проект, в договор поставки и исполнения работ. То есть я, собственно, руководил чем? Договор поставки. И нужно было эту кабельную систему смонтировать и сдать в эксплуатацию. По тому старому проекту. Ну, в общем, то оборудование, ну, почти все неприменимо. Ну, кроме там самих этих кабелей витой пары, то, что УТП называется. А все остальное, лотки эти, которые за потолком должны были прятаться, розетки, потому что там какие-то отводы, гофра, ну, короче, почти все неприменимо. Та поставка вся не та. Пенсионный фонд упирается, говорит: ребята, делайте, что хотите. Ну, типа, ничего не знаем, вот, мы отыграли, ну, конкурс отыграли, мы госструктура, а напомню, это уже сентябрь месяц. То есть август весь подрядчик обследовал, который должен был выполнять работы, и говорит: нет, то, что вы поставили, это оборудование, этот проект реализовать нельзя. По-хорошему нужно было признать тот конкурс недействительным, или каким-то там, не знаю, еще каким-то, и либо оставить это оборудование, все поставленное Адыгею в Майкопе, ну его же поставили, но, видимо, там было еще как-то смешанное договоры поставки и подряда, и то есть нужно было его смонтировать, а смонтировать нельзя. Мы вошли в тупик, это сентябрь месяц, мы вошли в тупик, отправили туда проект-менеджера Оксану. Она неделю общалась с заказчиком, с подрядчиком, не знаю каким образом. Вот. Приехала с подорванным здоровьем и говорит: ладно, заказчик согласен на следующую схему. Вы привозите то, что нужно, какое нужно оборудование, и он вам потом заплатит. То есть вы сделаете то, что нужно, как нужно, чтобы это все заработало. Потому что нужно же здание запускать в эксплуатацию уже осенью. Новое здание фондов социального страхования должно быть запущено в эксплуатацию. Сотрудники должны уехать. А там конь не валялся. Без компьютерной сети, понятно, это все не работает. Короче, договоренность Оксана, которая достигает, такая. Вы делаете как нужно, как можно в текущих реалиях вот в этом здании. И тут ключевое слово потом. А потом заказчик вам заплатит. Как заплатит? Ну, с учетом того, что конкурс на одно выиграно, делают другое. Когда заплатит? Это не было сказано. Потом заплатит. Но было сказано слово ключевое потом. Значит,
я в разговоре с Львом Тальей говорю, что заказчик в шутку, что заказчик вот такую схему предложил, что мы делаем как надо, чтобы заработало, а он заплатит нам в потомах. Потом заплачу. Ну, это было сказано в шутку. Типа, ситуация очень такая подвешенная, в потомах заплатит. Делаем, не делаем. Ну, репутационный заказчик, фонд социального страхования, конкурс отыгран, что делать? Делаем. Типа, мне уже этот проект не нужен. Вот лично мне этот проект уже не нужен, потому что мы по проекту уходим в минус. Ну, то есть, понимаете, оборудование поставили, теперь закупаем еще одно оборудование, другие объемы работ. Ну, то есть, по сути, делаем абсолютно другие договора, а по документам у нас все то же самое. Тот объем работы, тот объем, те материалы. То есть, я как менеджер улетаю в минус. Мне премии с этого проекта не будет, потому что все пошло через одно известное в России место. Ну, куда деваться? Начальник Боря Наумов говорит, дожимай проект, куда не бросать же его. То есть я уже на нем не зарабатываю, но меня обязывают довести проект до конца. Значит, заказчик, в смысле подрядчик, подрядная организация, где-то там сама покупает, не компания IT. Подрядная организация где-то покупает какие-то лотки для, не лотки, а кабель-каналы, да, кабель-каналы для кабелей, такой 120 на 120 на 100, по-моему, или на 70, ну, короче, 12 сантиметров на 80 или на 70, большой максимально широкий этот самый кабель-канал для монтажа значит, придумали решение, монтаж вдоль стен на уровне подоконника, под подоконником и так вот по всему зданию. Ну, оцените, насколько легче прокинуть магистраль за подвесным потолком и потом делать вводы в каждое помещение. Или вот так вот змейкой раскидывать по всему зданию. Это обходить каждую там изгиб стены, ну, в общем, по работам, плюс это же одно дело никому не видный металлический лоток за потолком, а другое дело беленький, красивенький кабель. И вот подрядчик привозит по какой-то своей коммерческой цене этот пластиковый кабель-канал. Выходят его сотрудники, там начинаются какие-то еще проблемы, связанные с тем, что мебель нужно отодвигать уже, розетки становятся не там, где хотелось бы. Ну, в общем, такие бытовые вопросы. И, кстати, возникает проблема с электрикой. То есть по проекту мы должны были еще делать и электрическое, гарантированную систему электропитания. Но оказалось, что в здании уже кто-то раскидал электрику. И нас управляющий фондом говорит, вот используйте, значит, за электрику платить не буду, используйте те выводы, которые есть. А из стены, прямо из стены замурованные торчат такие куски провода. Вот их берите, используйте, уже щиток развели, все сделали, все хорошо. Электрика типа нет, только слаботочка, только компьютерную сеть мы делаем. А по проекту должна быть и электрика, и слаботочка. Завезли, соответственно, электрические кабели и витую пару. Уперся рогом управляющий, говорит, электрика сделана, за нее не плачу. А как? Что? Куда? Ну вот сделайте вы, значит, в этом кабель-канале, который вы тянете, дырочку в задней стенке, вытаскиваете этот проводочек непонятный, который был заложен в стену, вытаскиваете его в ваш кабель-канал, ставьте розетку в кабель-канале, будет такая красота, значит, розетка электрическая, рядом розетка компьютерная, но только если для компьютерной розетки витую пару тянем мы, вернее не мы, не компания IT, а подрядчик, то электрику кто-то протягивал до нас, никто ее не тестировал. Но уже начинается бегом-бегом, потому что уже октябрь месяц, а надо здание вводить в эксплуатацию, а еще нету кабельной сети. В общем,
В попыхах все это делается, вот так, как я вам сказал, вытаскиваются эти проводочки электрические через кабель-канал наружу, и как будто эти розетки вот сделаны были нами, ну так выглядело. В это же время подрядчик, которого мы наняли, успевает втихаря от нас продать заказчику, то есть фонду социального страхования, отдельно телефонную станцию, нам об этом не сказав. Ну, то есть, по сути, сильно нарушив деловую этику и перепрыгнув через голову, мы его завели к заказчику. И, наверное, даже заказчик не понял, что поставка этой телефонной станции была не от компании IT, а от вот этой компании, в смысле, что мы с ними никак не связаны. То есть через голову продал телефонную станцию. Выгодно, конечно, для себя. Я с этого ничего не заработал. Ну, хрен с ним. Уже я понял, что этот контракт я делаю просто как учебный. И вот наступает ноябрь месяц. Приезжает Лев Мношевич Талья из Москвы проверить, как были сделаны работы. С умным видом ходит по Майкопскому отделению фонда социального страхования, все ходит, критикует, все ему не нравится. Потом едем мы на рынок в Майкопе, он накупил себе адыгейского сыра, было тогда в начале 2000-х модный адыгейский сыр, он всех видов накупил, выпил винца, разоткровенничался в машине, начал рассказывать всякие подробности об интимной жизни Бориса Наумова, директора нашего филиала. А в машине был не я один, а, соответственно, я, Оксана, плюс водитель, плюс Лев. Значит, вынес ссоры из избы и грязное белье перестирал перед подчиненными Бориса Борисовича. Мы такие сидим, о, как интересно нам рассказывают. Ну, в общем, приехали мы в Краснодар, Талья улетел в Москву. И, значит, в карточке проекта появляется, что проект выполнен. Валюта проекта, это такой типовой форма в CRM. Валюта проекта потомы. Потомы. Ну, я же пошутил когда-то в августе, сказал, что оплата будет в потомах. Вот. Он прямо записал валюта проекта потомы. Хотя мы все вроде адыгеи в Российской Федерации. Значит, завершение. Когда запускали электрику, запускали компьютеры к компьютерной сети, включали первый, второй, третий компьютер и выбивало полностью весь щиток здания. Какие провода туда закладывал подрядчик, как они были заложены, мы ничего об этом не знаем, но крайними оказались мы, потому что розетка наша, ну как нам управляющий фонда говорит, розетка ваша, ваша. Вот, значит, вы отвечаете. А то, что кабели их, и там сечение не подходит, или где-то плохо смонтировано, скрутки, короткое замыкание, ничего не знаю. Короче, не могут запустить компьютерную сеть, потому что просто все выбивает. Пришлось в срочном порядке докидывать вот в эти короба, то есть все разбирать, докидывать туда электрических еще кабелей и, по сути, делать двойную работу. Что, соответственно, вылилось в стоимость проекта, то есть еще дополнительные расходы. И когда уже в декабре наступил вопрос, что надо же платить, вот те самые потомы, управляющий стал в позицию и говорит, а зачем мне лишнее оборудование, которое тут навезли? Оно мне не нужно, забирайте. И долго-долго-долго, вот до конца декабря велись переговоры, в конце концов Фонд социального страхования Республики Адыгея продал обратно компании IT по той же цене, по которой купил, оборудование для локальной сети, то, которое не было использовано. То есть не полностью вернул все, что было поставлено. Там электрические кабели были использованы, ну какие-то там еще куски были использованы, но большую часть была продана обратно компании IT, ну или возвращено, но по сути продано. Вот. И как только в Адыгее на складе образовался объем материалов, который принадлежит компании IT, нам говорят, конкретно мне, ищи газели, вывози все это из Майкопа. Я нашел газель, мы полностью забили эту газель, приезжаем в Краснодар, и кто? Правильно, сотрудники краснодарского офиса компании IT, без лифта, ночью, в пятницу вечером
ну, потому что долго грузили в майкопе, таскают это все на самый верх, на подсобников денег не дали. Сказали: вы здоровые ребята, молодые, таскайте сами на 6-й этаж руками. И вот всю «Газель» мы вытаскали на последний 6-й этаж. Все хотели, ну, как казалось бы, мелочь, но когда ты полную «Газель» вытаскиваешь, кабельных этих каналов, которые длинные, а у тебя лестничные пролеты узкие, нестандартное здание, Северная 324, корпус Г, как сейчас помню, рядом с котельной. Ну вот такой мой первый опыт. И что получилось? Боря Наумов, когда узнал, что Лёва Талья рассказал все подробности его интимной жизни его подчиненным, то есть нам, где-то там нажаловался его начальнику в Москве, а крайним оказался я. Левушка затаил на меня злобу, и за то, что я еще поржал над ним необразованным, который написал «Потомы» в качестве валюты проекта. И когда деньги все-таки адыгейцы заплатили остаток, ну то есть за вычетом того, что дебет с кредитом свели, в общем, адыгейцы заплатили в конце года, деньги попали на счет компании в конце года, но из чувства мести, я по-другому не могу это объяснить, Лев Ношевич Талья провел эти деньги по этому убыточному проекту в следующем году. И я вообще никак не попадал. Ну, то есть, я и так не попадал, потому что проект в минуса выходил. Но с учетом того, что и деньги еще начались уже следующим годом, то и по валовому показателю, заработанного за год, я тоже не попадал и премию не получил. Вот так я сделал свой один из первых проектов с Фондом социального страхования Республики Адыгея. Это я вам только по верхам пробежался, но вот многому чему научился, и отношений в коллективе, и вот это все грязное белье, ну все там вот, и работа с госзаказчиком. Представляете, 20 лет прошло, а я до сих пор помню поименно участников проекта, вот Талью и Оксану. Я, конечно, ее фамилию помню, но у нас с ней были сложные отношения, но в целом положительные, поэтому не буду ее пофамильно называть. Вот. Вот такая вот история. Все. Пишите мне в комментариях, понравилась ли вам валюта проекта Потомы. Будьте осторожны с проектами из Москвы. Возможно, они думают, что национальные республики в России в другой валютной зоне живут, как это Талья думал себе. И вот она реальность работы в качестве менеджера.